Посмотри на меня, просто посмотри. Давай отложим в сторону все красивые слова об успехе, лидерстве, великих совершениях. Давай просто посидим и поговорим, как человек с человеком. Без желания казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Вот я хочу спросить тебя об одной вещи, только ответь честно. Не мне, себе ответь. Сколько раз за последнюю неделю ты обманул самого себя? Нет, я не про те обещания, которые ты давал там жене, начальнику, может, друзьям. Я про те маленькие, тихие, можно сказать, клятвы, которые ты шептал себе про себя перед сном. Вот завтра я начну, завтра я сделаю тот звонок, завтра я не буду тратить время на эту ерунду. И вот наступает завтра, и ты снова этого не делаешь. И в ту секунду где-то глубоко внутри тебя что-то умирает. Нет, это не про лень, не про отсутствие мотивации. Это предательство. Самое страшное предательство, которое только может совершить человек, предательство самого себя. Ты чувствуешь эту глухую серую тяжесть вот в груди. Это не усталость от работы. Это усталость от того, что ты больше не можешь доверять самому себе. Ты стал для себя самым ненадежным партнером. Ты человек, слово которого для тебя самого не стоит ни копейки. И вот ты сидишь напротив меня. У тебя может быть миллион на счету. Может быть, у тебя вообще пустые карманы. Ты можешь быть большим боссом там, или простым работягой. Это вообще не важно. Потому что в тишине мы все одинаковы. Мы все заложники этого внутреннего конфликта. Знаешь, вот мы привыкли думать, что дисциплина – это насилие какое-то, что это армия где-то, что что-то кто-то кричит на тебя, кто-то заставляет тебя что-то делать. Например, то, что ты вообще ненавидишь. Вот мы смотрим на эту дисциплину как на цепь, которую мы накидываем себе на шею, вот, чтобы хоть как-то удержать свою жизнь от развала. Но посмотри вокруг, посмотри на этот мир глазами наблюдателя. Все, что ты видишь от движения планет, даже биение твоего сердца подчиняется закону ритма. Но в природе нет насилия. Океан не заставляет себя устраивать прилив каждый день. Солнце не принуждает себя вставать на востоке. Оно просто следует своей природе. Почему же мы превратили свою жизнь в бесконечную войну с самим собой? Почему мы считаем, что результат возможен только через боль, через «не могу», через сжатые зубы? Давай в этом видео мы не будем учиться терпеть, мы не будем тренировать, например, нашу железную волю. Это потому что путь в никуда. Это путь к выгоранию, к болезням и полному разрушению. Мы будем учиться другой дисциплине. Давай назовем ее магия регулярности, без капли насилия над собой. Мы будем строить наши личные рельсы, по которым наша жизнь поедет сама. Она поедет легко, мощно и навсегда. Давай присаживайся поудобнее, давай разберемся, как это работает на самом деле. Представь себе механизм, любой. Вот, двигатель, например, машины или там обычные механические часы. Что будет, если ты начнешь заставлять его работать вопреки законам физики? Если мы начнем вбивать туда детали молотком, где они просто должны скользить, что будет? Если мы зальем, например, в двигатель топливо, на которое он не рассчитан, правильно, механизм заклинит или он вообще взорвется. Твоя психика – это такой же сложный, тонко настроенный механизм, а твоя сила воли – это всего лишь пусковой аккумулятор. Его задача – дать импульс, провернуть этот маховик, завести основной двигатель. Но что ты делаешь? Ты пытаешься ехать на одном аккумуляторе 1000 километров. Ты постоянно коротишь свою систему, заставляя ее работать на пределе сил, в режиме вечного аврала. Насилие над собой – это самый дорогой кредит в мире. Когда ты заставляешь себя делать то, что дает тебе какое-то чувство отвращения, через дикую усталость, через «я должен, потому что так надо», ты берешь энергию у своего завтрашнего дня. Ты буквально воруешь у себя свое будущее. И завтра тебе придется отдавать этот долг с огромными процентами. Завтра тебе будет еще сложнее вставать. Еще будет тошнее от этой работы ненавистной. Послезавтра твоя система вообще просто отключит это питание. Она объявит забастовку.
Она выкинет тебя в болезнь, в депрессию, в запой, куда угодно, лишь бы ты перестал ее убивать. Знаешь, мы привыкли называть это ленью, но наблюдатель знает, лени не существует. Существует только отсутствие смысла и нарушение ритма. Дисциплина в том виде, в котором нам ее преподавали в школе или в армии, это инструмент управления рабами. Нам внушали, твое желание не важно, важен приказ. И мы перенесли эту модель внутрь себя. Теперь мы сами для себя злые надзиратели. Но знаешь, раб никогда не будет творить. Раб никогда не создаст какой-нибудь шедевр. Он никогда не построит великую империю. Он будет делать ровно столько, чтобы его не ударили плетью. И как только надзиратель отвернется, раб упадет и будет лежать в грязи, отдыхать. Вот почему твои понедельники, которые начинаются с новой жизни, заканчиваются к вечеру вторника. Ты просто устаешь быть самим собой, сам себе тираном. Твоя природа восстает против этого террора. Настоящая дисциплина – это не насилие, это синхронизация. Посмотри на свою руку. Ты можешь заставить пальцы сжаться в кулак так сильно, что твои костяшки вот просто побелеют. Это твоя сила воли. Как долго ты сможешь так продержаться? Минуту, две. Рано или поздно твои мышцы просто устанут. Начнется тремор в руках. Рука разожмется сама собой. Это неизбежно. А теперь посмотри на то, как ты дышишь. Вот мы делаем вдох, делаешь выдох. Это происходит как-то само собой. Ты не тратишь на это усилий. Ты можешь дышать так хоть 100 лет. Это называется ритм. Секрет великих людей не в том, что у них стальная воля. Секрет в том, что они смогли превратить свои важные дела в дыхание. Они создали систему, в которой правильное действие стало для них самым легким и естественным. Они не заставляют себя, они просто не могут иначе. Почему же нам так страшно отпустить этот кнут? Потому что мы боимся хаоса. Мы думаем, что если мы перестанем себя гнать, то мы превратимся просто в какое-то ничтожество, которое будет лежать и смотреть в потолок. Но это ложь. Знаешь, твоя истинная природа созидательна. Ты хочешь действовать, ты хочешь созидать. Тебе просто мешает этот бесконечный внутренний шум какой-то войны. Пришло время заключить мирный договор с самим собой. Знаешь, как же перейти от каторги к магии? Первое, что тебе нужно сделать, это отказаться от концепции какого-то подвига. Мы все воспитаны на историях о героях, которые совершают невозможное за один рывок. Мы ждем момента, когда на нас не зайдет какое-то вдохновение. Или когда припрет так, что просто не останется другого выбора. Мы ждем шторма, чтобы показать, какие мы классные моряки. Знаешь, наблюдатель знает, жизнь – это не шторм. Жизнь – это долгое плавание в открытом океане. И здесь побеждает не тот, кто может не спать 3 суток у штурвала, а тот, кто умеет поддерживать ровный ход машинного отделения день за днем. Дисциплина без насилия начинается с минимального шага. Забудь о великих целях на сегодня. Забудь о плане захватить мир за 24 часа. Спроси себя, какое самое маленькое, почти незаметное действие я могу совершить прямо сейчас, не прикладывая каких-либо усилий. Настолько маленькое, что твоя лень даже не сочтет нужным проснуться, чтобы тебе помешать. Вот если, к примеру, ты хочешь написать какую-нибудь книгу, не обещай себе написать целую главу за одну ночь. Обещай себе одно предложение. Просто одно предложение. Написать его – это не насилие. Это движение на 10 секунд. Если ты хочешь заняться спортом, не обещай себе 1 час пробыть в спортивном зале. Обещай себе 3 приседания. Вот прямо сейчас. Вот в чем ты есть. 3 приседания – это не подвиг. Это не шутка. Знаешь, в этой шутке скрыта огромная сила. Она называется закон инерции. Самое тяжелое в любом деле – это преодолеть трение покоя. Вот сдвинуть этот маховик с места. Когда ты ставишь себе микроцель, ты обманываешь своего внутреннего диверсанта. Ты проскальзываешь мимо его радаров. И вот ты уже присел 3 раза. И твое тело говорит: ну, раз мы уже встали, давай сделаем еще 10 приседаний. Вот ты написал предложение, и твой мозг зацепился за мысль. И ты уже начинаешь писать целую страницу. Но запомни главное правило. Ты
имеешь право остановиться после того самого микрошага. Если ты присел 3 раза и больше не хочешь, просто остановись. Честно, с полным правом победителя. Ты выполнил свой контракт с собой. Ты не обманул себя. Ты молодец. Это создает в твоей психике привычку победы. Ты начинаешь снова доверять своему слову. Твое «я сделаю» становится твердой валютой. Второе. Создание рельсов. Давай представь себе поезд. Это огромная машина там из стали, из железа, из огня. Если этот поезд попытается ехать по лесу или по болоту, он не проедет и метра. Он просто утонет в этой грязи, как бы сильно ты не газовал и не рвал его двигатель. Но на рельсах этот же поезд летит со скоростью 300 км в час. Рельсы не ограничивают поезд. Они дают ему свободу быть быстрым. Они направляют его энергию в одну точку. Твои ритуалы – это твои рельсы. Выбор – это то, что сжигает твою волю. Каждый раз, когда ты спрашиваешь себя, сделать это сейчас или позже, начать сегодня или подождать понедельника, ты тратишь драгоценное топливо своего аккумулятора. Убери выбор, сделай действие автоматически. Пусть это будет привязано к времени или к другому действию. Когда я выпиваю первый этот глоток кофе, я открываю ноутбук и пишу 3 минуты. Все, никаких споров, никаких раздумий. Кофе, ноутбук, 3 минуты. Через месяц тебе не нужно будет себя заставлять. Ты будешь чувствовать дискомфорт, если ты этого не сделаешь. Как будто ты, например, забыл почистить зубы. Это и есть магия дисциплины. Она работает на тебя, а не против тебя. Дисциплина без насилия – это когда ты становишься добрым, но строгим отцом для самого себя. Ты не бьешь своего внутреннего ребенка, ты договариваешься с ним. Мы сейчас поработаем час в полной тишине, не отвлекаясь на телефон. А потом пойдем купим себе тот самый вкусный десерт. Знаешь, и ты обязан держать это обещание. Если ты будешь только требовать и никогда не давать награды, твоя система внутренняя устроит тебе такой саботаж, который разрушит твою жизнь. Ты должен научиться и научить свою психику тому, что дисциплина – это путь к удовольствию, а не к боли. Посмотри на свою жизнь прямо сейчас. Где ты пытаешься ехать по болоту? Где ты хлещешь себя плетью, удивляясь, почему ты все еще не на месте? Остановись. Заключи мир. Проложи первую пару рельсов. Пусть они будут короткие, всего на 100 метров. Пусть они будут ровные. Там, где заканчивается борьба, начинается истинное движение. Когда ты обретаешь этот ритм, когда твоя жизнь перестает быть полем битвы и станет дорогой, ты заметишь, как растет твоя сила. Ты начнешь успевать больше, чем за последние 5 лет. Твои доходы вырастут, твои возможности станут безграничными. Ты наконец-то получишь этот ресурс, о котором мечтал, сидя в своей деревне или в своей клетке. И здесь тебя подстерегает последняя, самая тихая ловушка. Имея деньги, статус, ты начинаешь окружать себя предметами. Ты купишь себе все, чего тебе не хватало. Лучшую одежду, последние гаджеты, роскошную мебель, дорогие часы. Ты будешь думать, что это награда за твой путь. Что эти вещи сделают твое пространство еще более совершенным. Но однажды ты поймаешь себя на странном чувстве. Ты стоишь перед огромным шкафом с одеждой и не знаешь, что одеть. Ты тратишь часы на выбор нового чехла для телефона или модели какого-то дивана. Ты переживаешь из-за крошечной царапины на твоей новой машине больше, чем из-за потери контакта с твоим близким человеком. Ты обнаружишь, что вещи начали диктовать тебе, как жить. Что ты тратишь свою драгоценную энергию наблюдателя на обслуживание кусков пластика, кожи, металла, что ты работаешь на них, а не они на тебя. Ты увидишь, как твое пространство заполняется мусором чужих желаний, навязанных тебе маркетингом и модой. Почему мы так легко отдаем свою свободу в рабство неодушевленным предметам? Почему мы тратим свою жизнь на покупку вещей, которые нам на самом деле даже не нравятся? И как очистить свою жизнь от этого визуального и материального шума, чтобы оставить место для самой жизни? Дальше мы разберем эту потребительскую тему лихорадки потребления. Почему мы тратим деньги на вещи, которые нам не нравятся? Мы научимся видеть разницу между истинной потребностью
и навязанным гипнозом потребления. Мы продолжаем строить нашу траекторию пути туда, где ты хозяин мира, а не его раб. А сейчас, по традиции, напишите в комментариях одно слово. Вы сейчас надзиратель или садовник? И кем вы чувствуете себя в своей жизни? Друзья, оставайтесь со мной. До встречи.